Всем привет! Сегодня на видео интересная камера с AliExpress, магазин InQmega. Недавно на своем видео делал я обзор по типу такой камеры, но данная камера идет с солнечной панелью. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Прошлая камера чисто поворотная, с адекватным слежением за человеком. Видео посмотрите обязательно на моем канале по ссылке. Бюджетный вариант камеры, который отлично работает со слежением именно за человеком. Данная камера с солнечной панелью. Модель камеры InQmega W ST518 2M4G. Именно тот вариант камеры, который поддерживает сим-карты. Работает от мобильного интернета. Установили в нее сим-карту. Камера имеет аккумуляторы при себе на своем борту. Дальше посмотрим, где они размещаются. И плюс 5-ваттная солнечная панель, которая подзаряжает данные аккумуляторы. Камеру можно назвать полностью автономной. То есть будет она работать в том месте, где нет розетки 220, где нет проводного интернета. Но где есть покрытие мобильного оператора, сим-карта которого установлена в камеру. 2-мегапиксельный вариант камеры 1080p, 4G камера. Питание 5 вольт. Смотрите, что первое. Коробка уже идет маленькая. В основном предыдущие камеры, которые я обозревал с солнечными панелями, имели большую упаковку. Соответственно, уже мы понимаем, что камера имеет большие размеры. Минимизируют сам корпус, минимизирует все. Соответственно, камера потребляет меньше электроэнергии и хватает ее на дольше. Смотрите, цветная полностью инструкция, очень классная, понятная. Я думаю, что даже если нету понятного языка, английский только, разобраться не будет проблем. Камера поддерживает приложение Tuya и Smart Life. Ну, все показано, как, куда, что устанавливать, поддерживает карты памяти, также поддерживает облако камера. Может сохранять запись на облаке. Облако, понятно, платное, какой-то период, месяц бесплатно дается вам попробовать. И потом уже платите деньги. Можно заказать карту памяти в комплекте. Кстати, очень классные карты памяти, вот эти вот 10 класса, U3, которые адекватно и классно работают. Камера поддерживает карты памяти до 128 гигабайт. Если закажете без карты памяти, цена камеры будет на прилично дешевле. Если у вас есть дома карта памяти, можете использовать свою. И солнечная панель. Маленькая, легкая. Дальше давайте посмотрим саму камеру. Классная, как видите, упаковка. Камера тяжеловатая. Из-за чего? Из-за того, что сразу чувствую, в этом месте у нас имеются аккумуляторы. Так, кронштейн. Интересный такой вариант. 2 антенны. Сама камера сама по себе маленькая. Можете заказать камеру с 4G, как я заказал, модулем. Можете заказать камеру чисто Wi-Fi, без 4G. Чисто Wi-Fi также будет она с солнечной панелью, также будет она с аккумуляторами. Как использовать камеру Wi-Fi? Если у вас есть 4G роутер, Wi-Fi роутер, который будет раздавать интернет мобильного оператора с установленной туда картой памяти, то вы можете эту камеру привязывать к этому 4G роутеру, то есть Wi-Fi камеру. В данном случае 4G камера, она самостоятельная полностью. Купив несколько таких, к примеру, Wi-Fi камер и купив к ним 4G роутер, вы можете их привязать к этому 4G роутеру по Wi-Fi, несколько камер. И они у вас будут автономно работать. Питание у них будет автономно, а интернет они будут брать от 4G роутера. Такой вариант тоже возможен и существует, и этим вариантом люди пользуются. Если чисто нужна одна камера, в которую вы установили карту памяти, сим-карту, и пользуетесь ей, то вот это ваш вариант. Сразу посмотрим. Выключатель, переключатель есть. Питание, Type-C разъем для зарядки. Можно аккумуляторы заряжать непосредственно установленные в батарейном отсеке. Я так понял, сюда можно подключать будет Powerbank. Например, нужно вам дополнительное питание. Хотите вы
продлить срок работы камеры от аккумуляторов, ну, добавляем сюда, подключаем Powerbank заряженный. Так вот все это дело выглядит. И батарейный отсек именно здесь. Дальше я разберу и посмотрим. Так, что же здесь меня интересует? Кронштейн такой вот. Пазы есть для его установки. И, кстати, да, камера набрасывается. Кронштейн крепим на место, куда нужно будет установить камеру. 4 отверстия. И потом камеру на него набрасываем. Вот фиксаторы. Камеру раз, набросили и зафиксировали винтами, которые идут в комплекте. Также удобно, раз фиксировали камеру вверх и на себя. Кронштейн остался, камеру взяли, сняли с высоты и проводим с ней манипуляции, которые нужно. Что еще раз заострю, что уже радует, что размер небольшой данных камер идет. Кронштейн для солнечной панели, понятно. И есть несколько вариантов. Солнечную панель можно устанавливать как на саму камеру. Вот тут, вот в этом месте. Вот. Все здесь есть. Винты для фиксации есть. Антенны разводим. Солнечную панель перенаправляем. Так, в одной получается плоскости. То есть или вперед, или... А так вот, так не поворачивается. Да, кронштейн здесь монолитно с корпусом камеры. Или же есть вариант, имеем в комплекте 5-метровый кабель, солнечную панель выносим от камеры на 5 метров. И это очень классно. Как вы видите, батарейного отсека в солнечной панели нету. И это также огромный плюс. Аккумуляторы не будут жариться с солнечной панелью на солнце. Литиевые аккумуляторы не любят морозов, не любят сильной жары. Поэтому они установлены в кронштейне. Камеру ставим в тенек где-то, где нужно. Солнце на нее не будет сильно попадать. Соответственно, аккумуляторы сильно греться не будут. Ну и плюс белый корпус. Тоже хорошо. Солнечную панель выносим именно на солнце, на пекло. И 5-метровый кабель в комплекте есть с герметичными разъемами. Также все здесь продумано. Также в комплекте из мелочевки идет, даже смотрю, там пинцет даже идет какой-то. Давайте посмотрим. Ну, здесь все учтено. Вплоть до вот такого дешевенького пластикового пинцета для установки и изъятия сим-карты, карт памяти. Мощный шестигранник для регулировки, для закручивания, видно, да, вот винт, гайка для закручивания солнечной панели на камере, на кронштейне. Такие какие-то вот есть фиксаторы, винты с пластиковыми шляпками. Раз, два, 3-4 штуки. USB Type-C, кабель метровый. И все здесь есть. Вот для установки также идут дюбели и саморезы. Также качественные, можно ими пользоваться. Так, интересен вот этот вариант. Все остальное, в общем-то, здесь и понятно. Перед просмотром видео просим подписаться на наш новый канал, на котором мы будем показывать свою жизнь, чем мы занимаемся во время отдыха, где ездим, где путешествуем, где живем. Все вам будем показывать. Поэтому канал так и назвали «Покажем все». Подпишитесь. Пересчитываю дюбели и винты крепления, не пойму, 7 штук. Думал, один потерялся. А почему 7? Все продумано и все правильно. Раз, два, три, 4 винта крепления камеры. И 3 винта крепления, 3 места крепления кронштейна для солнечной панели. Он идет металлический, алюминиевый такой вот корпус. Ну и также удобен он, вот джойстик такой полностью под любым углом можем направлять солнечную панель. И смотрите, как они все продумывают. Вот эти вот грибочки, все для вашего удобства. А именно фиксация камеры на кронштейне. Вот сюда мы их и закручиваем. 4 штуки и фиксируем камеру на кронштейне. Не нужна никакая отвертка, ничего. Нужно снять камеру. Полезли вы наверх, ничего за собой не несете на лестницу. Вручную открутили, сняли камеру и также легко ее потом установили и зафиксировали. Наверное, как и я, смотрите и не поймете, что ты нам показываешь. Резьба есть. Как солнечную панель крепить на этот кронштейн. Наверное, что-то не доложили в комплекте. Думаю, а ну-ка откручу-ка я этот вот кронштейн. Ну и в общем-то, даже открутив один болт, уже начинаешь понимать, что все продумано.
Металлические вставки, латунная резьба имеется в корпусе. Ну и понятно, что сюда мы прикручиваем кронштейн. Открутив второе крепление, также увидим такую же резьбу. Для крепления кронштейна, для выноса камеры в другое место у нас имеется две резьбовые втулки металлические. Поэтому можете и сюда кронштейн, или сюда, куда захотите, куда вам удобно прикручивать. Для крепления солнечной панели на камере в комплекте идет винт и гайка. В корпусе крепления имеется фиксация гайки. Туда ее утапливаем. Кстати, гайка идет с втулкой, которая не требует гровера. Устанавливаем солнечную панель. Тут вариант с проводом. Смотрите, куда вам. Или вперед его, или назад. Но скорее всего назад. Устанавливаем и закручиваем винт. Тут все просто. И не нужно заканчивать институтов. Наживляем и используем шестигранник из комплекта. Туго может пойти винт, когда он упирается в пластиковую втулку гайки. Выставляем угол, который нужно, и затягиваем это все до упора. И все выглядит вот таким вот образом. Солнечная панель, камера, антенны уже по надобности разводим. И получаем вот такую вот конструкцию. Кстати, камера имеет ИК-датчик движения, реагирующий на ИК-тепло. ИК-тепло выделяют движущиеся объекты. Это люди, звери, движущиеся автомобили. Когда перед камерой нет движения ИК-тепла, камера уходит в сон. То есть в режим экономии аккумулятора. В настройках, я думаю, дальше мы посмотрим. Есть вариант включить этот момент, включить датчик движения, чтобы камера работала по датчику движения. Соответственно, жизнь аккумуляторов и время работы камеры увеличивается. Или же постоянка. Камера будет постоянно включена, постоянно вести запись на карту памяти, постоянно вести запись в облако, если вы облако активируете. Соответственно, и будет жрать аккумуляторы. Давайте посмотрим, что находится в аккумуляторном отсеке. Здесь, ну не знаю, минусом это можно считать или нет. Нет резьбы, а просто шурупы. Резьба в пластике. Но я думаю, сильно часто не придется производить вскрытие. Но давайте посмотрим, какие аккумуляторы там имеются. В общем, как по мне, пока первое, что минусом могу посчитать, это доступ в аккумуляторный отсек. Так, здесь имеется силиконовая прокладка, но ее немного приклеили клеем силиконовым. Так, аккуратно надо подойти к этому делу. Да, вот так. Тут все герметично, силиконовая прокладка имеется, формованная, и много саморезов, видите, по контуру ее крышку прижимают. И вот аккумулятор. Состоит из 3 банок 18650 по типу 18650 и залитые они, то есть затянуты полиэтиленом. Имеем плату защиты от разряда и перезаряда аккумулятора, от низкого разряда и перезаряда аккумулятора, то есть умная защита имеется на аккумуляторы литиевые. Ну и тут же разъемы питания, выключатель и разъем для подключения солнечной панели также есть. Разъем питания аккумулятора. Разъем питания с аккумулятора. Скорее всего, вот, который подается, питает камеру. А черный это с солнечной панели. Именно идет зарядка на аккумулятор. Аккумулятор, наверное, по весу одинаковый с камерой. Вес. Пошли провода в саму камеру и на антенну. Кстати, вторая антенна чисто фейковая. Одна антенна, вот эта вот, если лицом стоять к камере, правая подключена, реальная, а это фейковая антенна. Вот этот момент, это кабель на антенну, таким вот образом вывели, сделали, видать, пропил, проложили кабель и так вот загерметизировали этот момент. Ну и сам модуль. Кому интересно, поближе покажу. Также заменяем он, открутить можно, снять разъем. Я думаю, что в наличии он продаваться будет отдельно. Ну и также сам аккумулятор. Так вот он выглядит. Я думаю, что также можно будет его
купить. Или же кто хочет заморочиться, банки также можно будет поменять. Заявлено, что общая емкость 14400 мАч. Но мы же знаем, что максимальная емкость одной банки аккумулятора по типу 18650 3400 мАч. Поэтому умножить на 3 получаем 10200 по максимуму. Ну и средняя, наверное, емкость будет около 9-10 тысяч мАч. Опять же, многое зависит от того, какого производителя банка одна. В этом месте кабели немного придавлены, но изоляция в порядке. Может, здесь нужно какие-то меры и предпринять от короткого замыкания. Оставляйте свои комментарии по поводу данного решения с аккумуляторами. Мне кажется, что проще было сделать отдельно банки, аккумуляторный отсек, чтобы у вас была возможность установить свои заряженные, а эти извлечь и забрать на подзарядку. Но в данной камере вот такое вот решение. Обязательно жду ваших комментариев. Камера, можно сказать, универсальна по питанию. В солнечные дни летом, пока солнце на улице есть, нету больших морозов, камера может работать на улице. Подпитываться от солнечной панели, это понятно. Когда уже зима, снег, морозы, солнечная панель неэффективна, аккумуляторы также неэффективны в мороз. Камеру, например, можно использовать в помещении и подключив 5-вольтовым блоком питания. Камера будет работать. Изъять полностью аккумуляторы и просто подключить камеру 5 вольтами. Зарядная от смартфона, 2-амперный 5-вольтовый зарядник. Подключаем USB кабелем, USB Type-C. И камера у вас также будет работать. Использовать мобильный интернет, установленная сим-карта в камеру. И такая себе универсальность. Пришел сезон солнечный, можно камеру использовать на улице. Вынесли ее, установили, подключили. Перед этим зарядили аккумулятор до 100% через сеть. Камера потребляет мало. Вопрос, насколько хватает аккумуляторов. Даже производитель конкретную цифру вам не пишет. В среднем от месяца до 3. Все зависит от того, насколько у вас будет активна камера. Какое количество солнечных дней будет. Какая солнечная активность. Какие аккумуляторы по сроку. Свежие, не свежие. Насколько заряжены были изначально аккумуляторы. Моментов очень много. Сама карта памяти и сим-карта, как обычно, вот здесь под резиновой силиконовой заглушкой такой. И имеем 2 слота. 2 слота и кнопка сброса к заводским установкам. И еще какой-то у нас есть разъем. Вот я точно не скажу. И нет отметки. Если что, напишите вы. Так, скольки там? Раз, 2, 3, 4. 4-пиновый разъем какой-то. Под сим-карту, микросим-карта. И под карту памяти слот. В инструкции показано, каким образом устанавливать. Именно куда срезами. Как правильно установить карту памяти и сим-карту, поэтому так и делаем. Получается контактами. Так, у нас же есть пинцет. Пинцет, кстати, цепкий, хватает сим-карту хорошо и удерживает. И до фиксации есть. И таким образом показано устанавливать карту памяти. Опять же пинцет установили и до фиксации. Кнопка сброса к заводским установкам. Как вариант, при первом подключении нужно будет ее удержать, когда камеру уже включили ее включателем. Загрузилась камера, нажали и удержали. Больше 10 секунд камера вам скажет, что сброшены к дефолту настройки. И опять перезагрузится. И можно ее будет подключать в приложение. Один момент. Хорошо закрывайте вот эту вот герметичную пробку. От качества закрытия будет зависеть продолжительность работы камеры. Правильно закройте, влага сюда попадать не будет. В инструкции прописано приложение UBOX, QR-код для скачки и такое вот приложение. Также нужно пройти регистрацию, чтобы пользоваться облачным сервером и вообще, чтобы был ваш список устройств. Добавление смарт-устройства, но при этом нам нужно включить камеру в режим добавления, чтобы быстро мигал светодиод. Поэтому нужно нажать кнопку сброса к заводским установкам и удержать ее
как я вам говорил, до звукового сигнала. Или больше 10 секунд. Готово. Система сброшена. Ожидаем быстрого мигания. Настройка 4G камеры. Сканируйте QR-код для добавления камеры. Ставьте сим-карту, установите антенну, зачем включите. Все здесь прописано, синий светодиод не горит. Далее сканирую QR-код с наклейки камеры. И идет добавление, соединение с устройством, то есть процесс весь показан на смартфоне. Добавить устройство, девайс, можно назвать его. Выберите место установки оборудования, закончить. Имеется голосовое сопровождение именно в приложении. Вот я добавил звук, но как-то тихо оно работает. Камера установлена успешно. Перед первым применением полностью зарядите устройство. Это первая камера, которая у меня есть в этом приложении. Вот вторая камера, которую сегодня я с вами подключал. Картинка в онлайне. Немного притормаживания. Это даже в HD качестве стоит. Переключу в SD, чтобы была более реалистичная картинка. В связи с плохим сигналом. И, кстати, заряд аккумулятора показывает также вверху 18%. И в процентах показывает, и шкала цветная есть. Показывает сигнал, качество. Посмотрите, вот 4G сигнал. Также качество показывает одно деление синеньким. И количество человек, которые просматривают камеру. Можно делиться камерой и несколько человек, чтобы ее просматривали также одновременно. Вот в таких условиях и еще может камера показывать, то есть можно смотреть с камеры картинку в HD качестве. 18% и один сигнал, то есть одно деление сигнала мобильной связи. Но вот видите, притормаживания идут. Подключил камеру блоком питания 5-вольтовым в розетку 220. Меняется информация. 94%, скорее всего, просто по вольтажу идет информация с аккумулятора или с платы заряда, скорее всего, защитной платы. При зарядке мигает зеленый и красный светодиоды. И камера работает, можно сказать, уже у нас от сети. Плюс заряжается аккумулятор, блок питания вот 5 вольт 2 ампера. Видим информацию, управляем камерой удаленно. Но это тот вариант, когда я из домашней сети, с Wi-Fi домашнего, зашел на камеру, которая работает через мобильный интернет. Удаленно, можно сказать. Сейчас я эту камеру несу в другое место, устанавливаю ее в зоне покрытия сим-карты мобильного оператора. Есть покрытие, камера будет работать. И захожу с любого интернета на нее. Когда-то показывал я вам уже это приложение, камеру, очень богатые настройки. Очень много всего. Имя устройства, управление картой, SD-видео, общий объем, доступная для записи. Карта определилась, все нормально. Можно отформатировать сразу карту памяти, что и желательно. Важные советы. Поддержка карт памяти выше 4 класса, формат FAT32. Используйте подлинные карты. Так и пишут, что плохое качество работы камеры и сохраненного видео напрямую зависит от качество карты памяти. Облачное видео можно включить, можно выключить. SD-видео имеется в виду запись на карту памяти. Там есть варианты записи, посмотрим дальше. Повернуть изображение, ротация, горизонтальное зеркало, различные перевороты изображения, при том, когда камера стоит в одном положении. Режим сцены. Есть несколько режимов ночного видения. Видите вы, боковые это LED-прожекторы, которые имеют по 3 LED-светодиода. На борту камеры модуль ИК имеется здесь и 4 ИК светодиода ночной подсветки. То есть камера может работать ночью в черно-белом режиме, когда ее не видно с задействованием ИК светодиодов и черно-белый режим. Или же цветной режим с включенными LED светодиодами, которые будут светить как LED прожектор белым светом, плюс камера будет в цвете работать. Опять же, при этом расход аккумулятора, больше потребления LED светодиодов. Хотя ИК светодиоды также имеют хорошее потребление. И вариант, когда камера срабатывает по ИК датчику и включает белые LED светодиоды. Прожектор включила и включила звуковую сигнализацию, сирену, если вам это нужно. И присылает вам уведомление о движении.
Вы зашли и смотрите, что там происходит. И пишет на карту памяти также по тревоге. Задержка дозревания. Спящий режим сейчас. 15 секунд, 30, 60 или постоянная работа. Вот именно тот момент управления временной работы камеры после активации ИК датчика. Чувствительность PIR, именно ИК датчика. Высокий, низкий, средний. То есть также вы можете ставить. Важные советы также здесь написаны. Обнаружение больше не будет срабатывать. Режим энергосбережения. Низкая чувствительность. Длительное зависание. Средняя чувствительность. Кратковременное зависание. Среднее электропотребление. То есть так вам и пишут, что от чувствительности датчика напрямую зависит энергопотребление камеры с аккумулятора. Тревога устройства. Включить-отключить. Включить, скорее всего, звуковая тревога, ну дальше посмотрим. Частота питания 50 или 60 Гц. Светодиодный выключатель, можно его отключить, можно его включить. Когда настраиваете камеру, какие-то моменты там делаете, то понятно, что желательно видеть, это именно индикатор работы камеры. Когда настроили, уезжаете, оставили ее, можно его выключить. Время синхронизации, синхронизировать время со смартфоном. Успешная синхронизация, выполнили. Повторная попытка подключения. 1 час, 2. Вот такие варианты. Точно я не скажу, что это. Напишите в комментариях. ID, производитель, версия прошивки. Обновление прошивки. Прошивка уже последняя. Также имейте в виду, что камера, если вдруг будете обновлять прошивку, питание должно быть камеры стабильное. Не на сдохшем аккумуляторе, а хорошее питание, ну, как вариант с подключенным блоком питания. Также тут в приложении есть вариант переключить с облака запись или же с карты посмотреть. Когда переключаем, тут же идет загрузка. И загружается карта удаленно. Вот она сейчас установлена в камере. И при слабом интернете, при слабейшем интернете качестве, прогрузились моменты, ролики по движению. Обнаружена активность, время 165 секунд. И кликаем и открываем видео. Так, ну тут я что-то ее вот носил туда-сюда. Ну, соответственно, движение она перед собой видела, ИК мое. И писала. Пишет со звуком. И это сейчас именно идет воспроизведение с картой памяти. По времени 12:44, 12:40. И есть календарь. Будет несколько дней. Будете выбирать по дням. Можно просматривать в таком ракурсе. В онлайне также звук есть. Ну, такой себе, видите, микрофон не сильно качественный, чуть-чуть сиплявый такой. И сделать скриншот, сохранить, включить запись на смартфон. Это именно включается запись на смартфон, в папку смартфона. И передать можно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Динамик классный. Сразу вот с первых фраз слышно, что отлично воспроизводит голос. Этот голос будет воспроизводиться удаленно. Какую-то фразу сказать, услышать собеседника, который подошел к камере, недалеко стоит от нее. Все это будет сделать возможно. По качеству картинки скажу, что качество неплохое. Сейчас я вынесу ее на улицу. 2 мегапикселя. Видите, с большим разрешением пока они не делают варианты, потому что все-таки это передается через интернет, через мобильный интернет, который, как правило, не такой качественный, как домашний Wi-Fi или проводной интернет. Управление, кстати, где-то здесь видел вариант, при управлении поменять можно скорость. Низкий, средний и высокая скорость. Как бы не сильно она высокая, но имейте в виду, что вот эти вот повороты, это напрямую расход аккумулятора. Поэтому перенаправить камеру можно, но часто вот это туда-сюда ее поворачивать нет смысла. Поэтому скорость такая и сделана, не сильно высокая, чтобы сохранить аккумулятор, и чтобы вы лишний раз камерой не пользовались, туда-сюда не крутили ее. Выезд-наезд. Такой вот цифровой зум есть. Кстати, очень удобно использовать его. Не нужно. Кстати, и по экрану можно. Этими кнопками, так сказать, более адекватно все работает. И есть вариант включить-выключить светодиоды белые. Но это, наверное, будет работать в ночном режиме. Приходят уведомления, имя камеры, деятельность, просмотр. Также только что прозвучала сирена. И последний ролик. Также можно посмотреть,
что за деятельность проходила. В ночном режиме. По секундам пишется, сколько времени писалась тревога. Вот 49 секунд, 147 секунд. Сейчас, по идее, должен прозвучать сигнал с камеры звуковой. Ну, сирена, обычная сирена, звучит из динамика. Но вы видите, факт тому, что при слабом интернете, при очень слабом, одно деление, оно и не меняется у меня здесь. А, нет, вот как раз я и выключил камеру, запись остановил. Но ролики прогружаются, камера в онлайне появляется, то есть открывается в HD даже качестве. Не в SD ставится, а в HD. Можно перевести в SD, тогда меньше будет задержек. Если хорошее качество интернета, понятно, что ставьте в HD качестве. HD качество, ну, лучшее разрешение, детализация лучше, картинка с камеры будет получше. При выключении камеры выключателем и последующем ее включении вам не нужно будет более никаких действий производить. Камера у вас уже привязана в приложении, она у вас будет просто появляться, то есть если выключена, будет статус офлайн. Включили вы, покрытие есть мобильного оператора, камера прогрузилась. Какое-то время мигает красный светодиод, потом переходит в синий. Камера, значит, в сети, мобильной сети, то есть вещает в интернет. Заходите на приложение, и у вас все работает. Установил камеру на тестовое место. Солнечную панель просто бросил на крышу, направил ее на солнце, подложил. Солнце уже не такое активное. Уже конец октября месяца. Давайте посмотрим. И уже приходят различные уведомления. Камера по движению включает сирену, потому что я активировал. Activity detected, activity detected. Все приходит, что нужно. Расстояние сработки ИК датчика. Примерно по максимуму, наверное, метров 10. Я думаю, не больше. Картинка с камеры в HD качестве. Что интересно, солнечная панель подключена и заряжает аккумулятор, как видите. Время пока стояло, пока я снимал видео, включил я на зарядном устройстве. Стояли аккумуляторы, зарядились до 31%. И сейчас их подзаряжает солнечная панель. Понятно, что время сколько? 13:26 и солнечной активности не хватит, я думаю, даже до 50% зарядить аккумуляторы, не говоря уже о 100%. Но вы должны иметь в виду, и в каждом видео своем по камерам с солнечными панелями, с аккумуляторами, я вам заостряю внимание на то, что солнечная панель никогда не зарядит аккумуляторы камеры до 100% заряда. Поэтому вы это должны. Первое, что иметь в виду, это просто подзарядка, подпитка. Небольшое продление времени работы камеры от аккумуляторов. Основной заряд они получают от сети, от заряда, от блока питания. Так, давайте перенаправим немного камеру. Также работает она через сим-карту. Ну вот тот вариант, когда вы просто зашли удаленно, покрутили камерой, посмотрели, что вокруг происходит. И зафиксировали камеру в том месте, где, ну, куда нужно вам, чтобы смотрела камера. Картинка с камеры хорошая. 2 мегапикселя. Картинка очень хорошая. На 2 мегапикселя. Даже можно вот различить номера автомобилей, проезжающих мимо. Ну, понятно, на небольшом расстоянии. Угол широкий. Это очень классно. Широкую площадь захватывает камера. Так, и в данном случае мы увеличиваем звук с динамика. Поворачивать камерой невозможно. Так, а как же... вызываем одним кликом, вызываем джойстик поворота. Камера работает полностью от аккумуляторов. Управление нормальное. Не быстрое, но адекватное. Не рывками. Плавно поворачивает. Вверх-вниз камера работает с большей скоростью. Полностью под себя камера может смотреть. По горизонтали 355 градусов. По вертикали 90 градусов. Ну вот, в небо может смотреть, если нужно вам за самолетами следить. Ну а так вот, задержки имеются. Все зависит напрямую. Второе, что вы должны иметь в виду, устанавливая эту камеру, покупая себе, что напрямую ее работа будет зависеть, заход на камеру, от качества мобильного интернета, от качества оператора, который будет вам раздавать мобильный интернет для камеры. Но камера самостоятельно будет работать, даже если в интернет она вещать не будет. Но она будет работать и писать ролики, сохранять на карту памяти. Звук с камеры. Ну как для камеры видеонаблюдения нормальный звук.
немного сиплый, как я вам говорил. Вот машины проезжают. Но без всяких помех, без лишних звуков, никаких помех нету. И также звук накладывается на запись, на карту памяти, и это очень классно. Камера слежения за объектами не имеет, и я думаю, вы понимаете почему. Из-за того, что камера аккумуляторная. Но какой плюс этой камеры, что она поворотная? Понятно, что камера будет работать удаленно. Те, кто покупают данные камеры, рассчитывают на то, чтобы эту камеру оставить в том месте, в котором вы несколько дней, а то и месяцев, недель появляться не будете. А вам нужно зайти и иногда посмотреть, что происходит в округе. На это и рассчитана данная камера. И очень хорошо, что она поворотная. Вот я зашел, мне нужно посмотреть вокруг камеры, что происходит. Вижу я состояние камеры, состояние заряда аккумулятора. Это очень классно. Идет ли зарядка, также я вижу. Если даже будет подключен блок питания, например, камера у вас будет работать от блока питания, вы также можете увидеть информацию, есть ли у вас в домашней сети электричество, если подключен блок питания, или же пропало. Видите, уменьшается заряд аккумулятора. Это говорит о том, что солнечной панели не хватает, и тем более вот этого вот солнечной активности, теперешней солнца этого, не хватает для полноценной зарядки аккумулятора. И вот при работе ее она все-таки потребляет аккумулятор, солнечной панели не хватает даже покрыть потребление в нынешний момент. Летняя активность солнечная будет покрывать. И такое зумирование вот тоже я вам скажу неплохо. Вот на максимум я держу цифровое приближение. Картинка качества, конечно, теряет, но где-то что-то там далеко вы сможете рассмотреть силуэт человека, распознать, женщина или мужчина. Понятно, что черты лица не рассмотрите. Это не оптика, не оптический зум. И вот эти повороты также забирают заряд с аккумулятора. И хорошо забирают, вы должны это иметь в виду. Отвернул от солнца, сейчас я ее сделаю зумирование в этом месте. Нормально. Очень таки хорошо. Я вам скажу, что качество картинки радует. Супер просто. Думал уже все, успокоилась. Не буду снимать видео до вечера. Смотрите, на Apple Watch даже приходят такие вот снимки. То есть камера работает, активируется тревога, и на Apple Watch открывается фотография. Прошел человек, камера активна, камера работает, и датчик ее срабатывает вот на расстоянии где-то, судя по человеку, около 12 метров. 10-12 метров. И я могу посмотреть, открыть уже на смартфоне, что там происходит. И, соответственно, записывается ролик по этому поводу на карту памяти. Я смотрю, с таким успехом камера, аккумуляторы ее просто не зарядятся. Едет автомобиль, смотрите, в начале его появления в кадре. Камера присылает мне уведомление. Это не только на Apple Watch. Присылать уведомление она вам будет и на смартфон на ваш. Android или iPhone. Уведомления будут приходить. Просто здесь на Apple Watch есть возможность даже просматривать с фотографиями, не открывая смартфон, не доставая. Раз глянул, что там происходит. И отлично. Но в таком режиме идет расход аккумулятора, понятно. Давным-давно закончилась солнечная активность, время 18:16. В разъездах я был и не поймал тот момент. Но последний раз заходил, солнце уже садилось, и процентное соотношение аккумулятора было 34%. Камера до сих пор активна, видели вы ее загрузку. 12% аккумулятор и 2 деления сети показывает на улице. Черно-белая картинка. Камеру сейчас пойду подключать блоком питания, потому что нет смысла тестировать камеру с LED-светодиодами. Повороты ее при таком вот заряде аккумулятора. То есть видите вы, днем камера еще как-то подпитывает. То есть солнечная панель как-то подпитывает аккумуляторы камеры. Уже когда солнечной активности вообще нету, заряда показывает, значка нету, солнечная панель не работает и расходуется напрямую аккумулятор. И так будет продолжаться всю ночь. Но если заряжен у вас аккумулятор полностью хорошо и нету большой активности ночью, то понятно, его разряд будет минимален. По низкому заряду аккумулятора не получало никаких уведомлений, может из-за того, что я выключил уведомления. Вот именно на экране, на списке устройств, можно, не заходя на камеру, включать и выключать тревожные уведомления, которые к вам приходят. Подключил я блок питания сейчас, именно тот 5-вольтовый 2-амперный, что у нас показывает. Что-то я не вижу зарядки.
Перепроверил, зарядка идет. Может при каком-то процентном соотношении начнется показатель зарядки. Сейчас его нету, вот 13%, ну видно было 12, заряд идет. Я перепроверил, там все нормально. Работают ИК-светодиоды, ночная картинка с камеры. Вполне таки толковая, примерно такая же, как и на всех поворотных камерах такого ценового диапазона, то есть с 2-мегапиксельной матрицей. И вы видите предметы, даже движущиеся в ходу, люди не так расплываются, как на предыдущих обозреваемых мною камерах. Давайте покрутим камерой. Нормальная ночная картинка, стандартная. ИК-светодиодов хватает в пределах 20 метров, 20-25 где-то метров. Чистая картинка, никаких проблем нету, ни засветок от ИК-светодиодов. И объектив нормальный, без всяких пятен и искажений. Ну вот этот вариант, когда пыль, даже видна мошкара, все это будет видно, ну как в стандартной камере видеонаблюдения. Давайте попробуем включить ночной режим цветной. Скорее да, вот. Лампочку включил я, и это цветной ночной режим с задействованием LED светодиодов. Сейчас я поверну в полную темноту. Видно, что цветная стала картинка. По уличному освещению, уличное освещение стало желтое. Ну и вот в цвете показывает камера. Вполне таки хорошие по мощности LED светодиоды. Вот я направил на дом. Ну где-то их также в пределах 20 метров, наверное, будет хватать. Стандартный вариант камеры поворотной с 3 ночными режимами. Повернул камеру во двор и вхожу в зону ее видимости. И загораются LED прожекторы. Яркие, хорошие LED светодиоды стандартного образца, которые освещают неплохую территорию перед камерой, куда она светит. Ну, понятно, тут нужно рассчитывать, с какой высоты. На камеру, конечно, камера не передаст эту картинку, но светодиоды яркие. И также цветная картинка с камеры, с небольшой высоты, с небольшого расстояния. То есть, если как-то контролировать калитку, вход какой-то. Понятно, что эта камера не будет работать у вас, не будет эффективно. Работать-то будет, но не будет столь эффективно с большой высоты ее установки. Например, там 5-6 этаж. Уже нет. А такие территории, частный дом, может, какие-то склады, автостоянка, дворы. Вполне может контролировать данная камера, адекватную картинку вам передавать, даже и ночную. Черно-белая картинка и ИК-светодиоды ночной подсветки и синий светодиод. Ну и информацию с камеры вы можете получить также, извлекая карту памяти из камеры и устанавливая ее в компьютер, подключая, просматривать ролики, или же открыв удаленно. 18:38 последнее обнаружение движения. И вот со звуком то, что я вам рассказывал, то камера как раз и в это время и записывала. И здесь за день очень много роликов она наснимала, которые также можно пролистывать и просматривать по времени, по дате, как я вам и говорил. Не знаю, должны ли прогружаться картинки, но у меня не прогружаются. Вот куча записей она делала. Уведомления мне не приходили, потому что я отключил уведомления. Кстати, аккумулятор уже вот 24% зарядился, зарядка идет. Еще вот непонятный момент с этими крышечками. Ну, это просто крышки, но как-то они не так как-то зафиксированы. Получается, что в таком в свободном полете. Ну, они, в общем-то, ничему не мешают, не гремят при поворотах, все нормально. Ну, вот просто когда щупаешь, встречаешь такое дело. В общем-то, показал вам все, что мог. Конечно, самый правдивый и плодотворный, так сказать, более информативный тест, это когда эта камера у кого-то проработает год в различных режимах. Летом полностью, то есть осенью до зимы. Понятно, что зимой ее нет смысла использовать. Конечно, хотелось бы мне слышать от реального владельца и пользователя отзыв. Так вам сделал такой вот видеообзор, показал, что он собой представляет, как работает, как в приложении настраивается, как подключается. Ссылку оставляю, переходите, вполне годный вариант.
нормально, стабильно работающая камера и стабильно работающее приложение, присылающее уведомления. Камера, картинка хорошая, дневная, ночная картинка, все отлично. Панель, аккумуляторы заряжает, то есть как бы все адекватно работает. Из минусов показал вам, что, по моему мнению, вы пишите, конечно, комментарии по этому поводу. Также переходите в чат, в группу в Телеграме, общаемся там по теме видеонаблюдения. На Инстаграм подпишитесь, сейчас увидите, тут же полетят еще видеообзоры, я только записываю, и уже для вас короткий ролик записал и фото снял. Показал вам в Инстаграме, вы будете знать, что будет в следующих видео. И также в Телеграме именно мой канал, Телеграм-канал, где также вся эта информация есть. Все полезные ссылки под видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Помогайте продвигать видео. Всем удачи и до следующих видео.